Приветствую вас, друзья, на своем канале. Большой солнечный привет из Одессы всем любителям орхидей. Друзья мои, сегодня я хочу вас познакомить с очаровательной ароматной орхидеей. Это, конечно же, мой фаворит. Это Леодора. Посмотрите, вот здесь она у меня сейчас стоит на березке. И она в полном распуске. Она меня радует, она ароматит. Это прекрасный сорт орхидеи ампельного типа. Это геометрия, это четкость, это обалденный перелив разных цветов. Посмотрите сами. У меня это первое такое мощное, не боюсь этого слова, цветение, потому что к этому цветению, ребята, мы шли не один год. В моем уходе Леодора была посажена в кору, но ей это не понравилась посадка. Были у нас проблемы с листовой массой, с корневой. Цветение было один раз на один бутон. Можете себе представить мой восторг от этого единственного бутона, который распустился у меня вот таким вот замечательным ароматным цветком. После этого я уже, потеряв всякую надежду, попробовала пересадить Леодора в наш мох, в живой мох. Причем сделала я это непрофессионально, просто обернув корни, поместив первый попавшийся мне под руку горшок. И знаете, на удивление, эта прекрасная сортовая орхидея откликнулась на такую посадку. Я подозреваю, что Леодора любит влажное содержание. Она любит, чтобы ее корешки с четкой периодичностью увлажнялись. И тогда она, конечно же, ответит вам взаимностью. Вот, друзья мои, она нарастила вот такой у меня куст. Этой верхушки не было. И даже, посмотрите, покажу вам, дала детку пристволовую. Пока эта детка развивается, пытается там наращивать корешки, отсаживать я ее пока не планирую. Думаю, что они вдвоем смогут порадовать меня пышным цветением впоследствии, я надеюсь. Но пока вот так 4 обворожительных, замечательных цветка радуют меня в этот весенний день. И посмотрите, у нас есть продолжение этой истории. Скорее всего, у нас будут еще бутончики. Цветонос покрыт каплями гутации. Орхидея себя чувствует превосходно. Все, кто имеет в коллекции эту орхидею, прекрасно знают, что она любит вот так, ребята, ложиться. Она у меня тоже прилегла, но пока ее листья держат стенки горшка. В горшке я сделала при помощи паяльника отверстие, то есть корням и доступ воздуха, и стараюсь следить за поливом, увлажняю периодически мох. Мох сфагнум, обычный мох. И вот обратите внимание, как она здесь жирует. Посмотрите, сколько она наращивает корней. То есть надо, ребята, каждую орхидею тестировать на посадку. В том плане, что если видите, что что-то не подходит вашей орхидее, не хочет расти, не хочет цвести, посмотрите, корни вышли из отверстий и огибают вот так горшок. Замечательное зрелище. Мы все любим вот такие замечательные, жирные, породистые корешки. И вот если вы видите, что что-то не подходит, пробуйте разные методы посадки. Это я, знаете, из своего опыта. Единственное, что я еще не смогла найти вот эту золотую середину и прекратила пересадки в керамзит. Потому что вот с керамзитом у меня не получается, у меня очень сухой в квартире воздух, только в межсезонье показатели влажности становятся оптимальными.
А вот на сегодняшний день и в летний период, и в период отопительного сезона показатели очень низкие, и орхидеи быстро корневая пересыхает. Они очень страдают, и я начинаю их больше поливать, и тем самым даю толчок к тому, что начинается загнивание корней. В общем, вот тут вот такая, как выяснилось для меня, очень есть тонкая грань. Ну, в общем, я пока с удовольствием выращиваю орхидеи в коре и в мхе. Мох мне нравится, главное приспособиться, приловчиться к поливу. В общем, друзья мои, для вас вот такая моя Леодора. Это ампельная орхидея. Цветоносы не нужно после цветения обрезать, потому что она будет постоянно доращивать свой цветонос, и у вас будет возможность любоваться ее прекрасными цветами. Ребята, кто еще не приобрел такую красотку, обязательно обратите на нее внимание. Я не знаю, является ли родина этой орхидеи моего экземпляра Азия, либо Голландия, потому что я купила ее в частных объявлениях с рук. Мне прислали, она была в таком достаточно нездоровом состоянии. Ну вот мы постепенно налаживаем. Она адаптировалась, и мы налаживаем наши отношения. Укрепляем. В общем, ребят, сейчас вот стою я возле нее, и этот аромат, он просто сносит с ног. Действительно, комната за считанные минуты наполняется этим ароматом. И утром, когда заходишь в комнату, в которой цветет Леодора, сразу чувствуется, особенно в солнечный день, ее вот этот прекрасный аромат, парфюмерный дорогой аромат. Посмотрите, какая геометрия на нижних сепалиях. Посмотрите, какой интересный язычок. Так, ребята, вот так на солнышке будет лучше видно. И краб. И самое акцентное, это, конечно же, неоновая серединка, которая в зависимости от освещения играет разными такими, знаете, отблесками. В общем, у кого есть Леодора, тот меня поймет, друзья мои. Вот такая красавица сегодня, участница и героиня моего видео. Очень хочется с вами поделиться этой красотой. И вот даже хочется, чтобы вы тоже потрогали и поняли, насколько плотный цветок. Вот плотный, замечательный фаленопсис, замечательная орхидея. Главное, ребята, к ней приспособиться. Она и в коре растет, и будет расти она в керамзите при правильно подобранном уходе. И я думаю, что она будет и в открытой системе расти. Надеюсь, вы напишите свои отзывы о своих Леодорах у меня в комментариях. Будет интересно почитать, в какую систему посадки у вас посажена Леодора. Именно этот сорт и как он себя показал в вашем уходе. Будет очень всем интересно почитать, и мы даже увидим удельный процент кто в чем, ну, кто предпочтительнее все-таки, в чем содержит. Ну, вот видите, мой вариант это кора. О, ребята, мой вариант это мох. И что интересно, она абсолютно на протяжении всего периода произрастания у меня, когда вот она обрела вот эту посадку, у нее все время корни в активном росте, постоянно, что вообще меня очень удивило и вдохновило. Есть у меня, конечно, план как-то пересадить ее в более эстетичную посадку, но знаете, пока у нее все хорошо, я боюсь ее даже оттуда изымать. Посмотрите, вот есть корни, которые выбрали вот такой путь произрастания. Они выходят из мха и тоже себя неплохо чувствуют на воздухе, на открытом. Ребят, не знаю,
с этой деткой, пока она затормозила свой рост. Видимо, орхидея сейчас в такой ситуации находится и цветет, и растит корни, и растит детку. Думаю, что ей непросто. Все, друзья мои, всех обнимаю, всех приглашаю на свой канал. Пишите комментарии, с удовольствием читаю ваши комментарии, с большим удовольствием на них отвечаю. Всем мирного неба, всем мира и добра. Пока-пока.